Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, где я показываю, как навожу порядок у себя дома и рассказываю о том, как сделать свой дом более уютным и красивым. Я решила собрать в одном видео все возможные, на мой взгляд, полезные и в то же время базовые способы организации пространства и хранения вещей дома. Поэтому сегодня я поделюсь с вами простыми советами, как быстро и эффективно можно организовать пространство своего дома. А за вдохновением и примерами давайте все вместе отправимся в Икею. Первый способ – это развешивать вещи на стене, а точнее на крючках. Также вы можете использовать специальные кронштейны с крючками, на которые можно развесить, например, все необходимые кухонные принадлежности, если мы говорим про кухню. И если их выбрать в одной цветовой гамме или одинакового материала, то все будет смотреться очень эстетично и лаконично. Плюс вы без труда в любой нужный момент сможете использовать необходимые вам инструменты. Второй способ – это хранить вещи на небольшой тележке. Это очень мобильно и функционально. Что можно разместить на ней? Все зависит от ваших нужд и потребностей и, конечно же, от вашей фантазии. Это может быть и мини-бар, где можно разместить бокалы, стаканы и напитки. Или, например, на кухне в такой тележке можно хранить полотенца, специи и другие необходимые вещи. А если, например, вы молодая мама, то в такой тележке без труда можно поместить подгузники, присыпку, детские принадлежности и спокойно передвигать ее из одной комнаты в другую. Обычно такие тележки небольшие и почти неприметны в жилом пространстве. Третий способ – это использовать корзины с надписями на них. Когда используешь надписи на коробках или корзинах, то всегда без проблем можно быстро и точно найти необходимые вам вещи. Как можно оформить такие надписи, спросите вы? Во-первых, можно использовать маркер и клейкую ленту. Или, если вы используете прозрачные пластиковые контейнеры для хранения, то для удобства можно просто подписать их темным маркером. Четвертый способ – это использование подносов. Поднос – очень полезная вещь для организации хранения, похожих по объему и функциям вещей. Если хранить и складывать вещи на поднос, то вы никогда их не потеряете. И они будут смотреться лаконично и не хаотично в пространстве дома. Например, кольца, бижутерия или другие аксессуары будут идеально смотреться на небольшом подносе, подставке или плоской чашечке. Пятый способ, конечно же, это использование обыкновенных полок. Многое, конечно, зависит от типа жилья, в котором вы живете. Если вы снимаете квартиру, то, конечно, забивать гвозди и винчивать шурупы в стену нежелательно. Но и в этом случае тоже всегда можно найти альтернативу. Например, я использую вот такую деревянную полку. Или, например, вот такие полки из Икея тоже отличный вариант. Следующий способ – это составлять или складывать вещи друг на друга. Хороший пример – это набор табуреток просто из Икея. Их очень удобно использовать, они не занимают много места и выглядят все вместе очень эстетично. Также можно хранить книги или журналы, ставя или складывая их горизонтально или вертикально. Но главное правило здесь – это не переусердствовать и не располагать много вещей в одном месте. А то это будет больше похоже на склад. Седьмой способ – это эффективное использование дверей. Как можно полезно использовать дверь, подумаете вы? И я отвечу – очень просто. Закрепите на ней вот такую вешалку с крючками.
И вам не обязательно надо будет приклеивать или прибивать их. Достаточно просто разместить вот такой навесной набор крючков на двери. Это очень удобно и функционально. У меня такие висят на двери в ванную комнату. На них очень удобно вешать полотенце, халат или другую одежду. 8-й способ – это необходимость прятать огромное количество шнуров. В наше время это особенно актуально, когда у каждого есть огромное количество гаджетов, которые нужно заряжать. Лучше всего у себя дома выделить специальное место для этого и оборудовать его. А точнее скрыть все шнуры, переходники и зарядные устройства. Существует огромное количество различных контейнеров для хранения, в которых можно разместить и скрыть провода от зарядок. А можно проявить фантазию и самому сделать такой контейнер из обыкновенной коробки. 9-й способ – это хранить продукты в прозрачных тарах. Это выглядит намного эстетичнее и минималистичнее по сравнению с оригинальными цветастыми упаковками, в которых продаются продукты. Плюс, когда вы используете, например, прозрачные стеклянные или пластиковые контейнеры для хранения, то вам сразу становится понятно, что и где располагается. И 10-й способ – это организовывать и хранить вещи по цели их назначения. Например, если вы любите вышивать, то храните все необходимые для этого дела принадлежности в одной корзине или коробке. Или самый простой пример – это домашняя аптечка. Пусть это будет также контейнер, в который вы складываете и храните все семейные лекарства и медицинские предметы. Так будет удобно не только вам, но и всем членам вашей семьи. Друзья, я постаралась сгруппировать все самые популярные, а главное полезные способы по организации пространства в одном месте, а точнее в одном видео. Пишите в комментариях, что вы нового узнали о способах хранения и организации пространства. Или все для вас уже знакомо. Оставляйте комментарии под этим видео и ставьте лайк, если видео было вам полезно. Желаю вам хорошего настроения и увидимся в следующих видео. Пока!